Всем привет! Это Russian with Dasha. Субтитры я добавлю чуть позже, потому что я сейчас путешествую без компьютера. Но я решила выйти на связь и немного с вами поговорить. Не забывайте подписываться, чтобы смотреть новые видео. Транскрипции можно скачать на Патреоне. Я нахожусь в Швейцарии. Впервые за 3,5 года я выехала из России. Я не уехала из России навсегда. Пока. У меня есть лучшая подруга, которую зовут Лена. Мы с Леной знакомы еще с детства, учились в одном классе, и в 15 лет Лена переехала в Германию, потому что она русская немка. Ее бабушка была немкой, и вот с тех пор мы время от времени виделись. Обычно это было 2-3 раза в год. Иногда я ездила к ней, иногда мы встречались в других городах Европы, и иногда Лена приезжала в Россию. Но, к сожалению, с начала пандемии мы не могли видеться, только общались в социальных сетях. И вот, наконец, настал момент, когда открыли границы, но наступил февраль 2022 года. В мае я получила шенгенскую визу и ждала, когда, наконец, я смогу поехать к лучшей подруге, которую так давно не видела. Вы, наверное, знаете, что прямое воздушное сообщение между Россией и Европой сейчас ограничено. Раньше мы с подругой ездили в Финляндию на машине, и дорога занимала примерно 6-7 часов. Конечно, нужно было немного постоять на границе, чтобы пройти паспортный контроль. Сейчас из-за ситуации в мире, из-за политических отношений и из-за всего остального проверка на границе занимает намного больше времени. Поэтому мой путь из Санкт-Петербурга в Хельсинки составил 10 часов. Мы выехали из Санкт-Петербурга в 6:30 утра и приехали в центр города Хельсинки в 16:30. Рядом со мной ехал мальчик, который сейчас живет в Испании. Они с мамой переехали в марте этого года. И всю дорогу, пока мы ехали, мы с ним болтали. Он мне показывал свои фигурки Лего, которые он коллекционирует, и рассказывал о том, как ему нравится учиться в испанской школе. И когда наш автобус подъехал к границе Россия-Финляндия, к пограничному пункту, мы встали в очередь и долго ждали, примерно, наверное, 2 часа мы ждали, пока нас пригласят, чтобы пройти паспортный контроль. Российские пограничники практически ничего не спрашивали. В нашем автобусе было несколько граждан Украины, и их водитель попросил выйти первыми, потому что им нужно было ответить на вопросы, заполнить какие-то анкеты. Но граждане Российской Федерации должны были показать паспорт и положить багаж на ленту, чтобы его проверили. Меня только спросили о цели поездки, я сказала, что это туризм, потому что у меня туристическая виза. И вот мы прошли контроль и снова вошли в автобус, сели на свои места и ждали, когда наш автобус подъедет к финскому таможенному контролю. И тут все было немного сложнее. Все пассажиры выстроились в очередь, и некоторым задавали вопросы о целях поездки, спрашивали, сколько у них с собой денег. Если у человека была однократная виза, выданная консульством Финляндии, но он говорил, что собирается ехать дальше, не оставаясь в Финляндии, ему отказывали во въезде, так как это противоречит визовым правилам. В общем, процедура была немного дольше. Но в целом все было хорошо. Меня спросили, куда я направляюсь. Я показала распечатанный файл, в
котором написала все места, которые собираюсь посетить. Я планировала поехать сначала к подруге на 2 недели, а потом посетить своего ученика в Италии. И я была очень рада, когда мы наконец приехали в Хельсинки, потому что я знала, что меня ожидает еще один замечательный человек. Мне недавно написала Эя из Финляндии, она является моим патроном, и она так же, как и я, преподает русский как иностранный. В Финляндии я была уже 6 или 7 раз, я очень люблю эту страну, и особенно мне нравится, как финны строят дома, с каким уважением к природе они относятся и какие интерьерные решения выбирают. В общественных пространствах, например, в библиотеках, всегда много света, много натуральных материалов, и там невероятно приятно находиться. Я погуляла по центру города, зашла в торговые центры, где, конечно, обалдела от количества вещей и продуктов. После санкционной России наступает какой-то культурный шок, на самом деле, потому что ты видишь, как много всего в этом мире, и, к сожалению, что очень многое из-за политики нашей страны нам недоступно. Вот, но, конечно, я не жалуюсь, я просто констатирую факт, что сейчас в России намного меньше магазинов открыто, намного меньше товаров. После моей прогулки мы встретились с Эей, поболтали, она мне показала библиотеку Хельсинки, замечательное место, всем рекомендую туда сходить. До того, как я поселилась в отеле, я также зашла в магазин, то есть магазин был по пути. Я ненадолго зашла туда, чтобы купить продукты на завтрак. Я купила протеиновый йогурт, который в России у нас обычно не продается, бананы, какую-то булочку и что еще? И пакет кешью с сушеными ягодами. Это всего вышло на 6 евро. Что тоже меня немного поразило, потому что цены в России сейчас выросли, и каждый поход в магазин обходится в несколько тысяч рублей. В общем, я пришла в отель, расположилась, попила чай с милыми пенсионерами из Англии. Они сделали комплимент моему английскому, что меня порадовало, так как я уже давно не разговаривала по-английски. Мой самолет был в 6:30 утра, мне нужно было встать примерно в 4. Я пошла спать, и от волнения и переизбытка чувств я не могла заснуть. Я долго пыталась успокоиться и переварить эмоции, но я была так рада, что я наконец-то приехала в Европу. 3,5 года — это достаточно большой срок, особенно когда не видишься со своими друзьями так долго. И сама прогулка по Хельсинки меня вдохновила и дала мне столько впечатлений, что мне казалось, что я уже там нахожусь целую неделю. Я проспала, наверное, 2,5, может быть, 3 часа, но постоянно просыпалась, постоянно открывала глаза, видимо, до сих пор не веря, где я нахожусь. Вот, и потом я встала, собралась и поехала в аэропорт. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам продолжение. Я обязательно сделаю видео из ЦЕРНа, места, в котором работает моя подруга в Женеве. Это научный институт, в котором был создан Большой адронный коллайдер. Надеюсь, это видео было вам полезно. В нем я попыталась использовать несколько глаголов движения с приставками. Транскрипции будут чуть позже, так как у меня нет компьютера, как я уже сказала. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая страна, которую вы посетили, вызвала у вас восторг и культурный шок. Благодарю за то, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем большое спасибо. До скорого. Пока-пока.